Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать, так сказать, подделку в детский садик. Даже не то, что подделку, мы просто будем делать с вами осенний венок, но подделка я их называю только за счет того, что в Беларуси 14 октября День матери, ну и в садиках проходят утренники, поэтому у нас в саду было задание. Одну подделку делает ребенок, ну и на утренник нужно принести на выставку-ярмарку, так сказать, какую-то работу, которую сделала мама. Ну и саму работу, так как печь пряники и булочки я не совсем умею, я принесу веночек. Долго думала, что сделать, и по итогу по каким-то опросам в Инстаграм я поняла, что многие все равно хотят видеть осенний венок, поэтому я сделаю два в одном. Сделаем мы с вами вот такой венок. Делала я его как из бумаги, так же из природных материалов. Также в одном из комментариев в моей группе ВКонтакте мне задали вопрос, использую я в своих работах вереск. Как раз мы гуляли с дочкой, я про него вспомнила. Нравится мне, как он смотрится в работе. Делала я как-то венок тоже с вереска, ссылку оставлю в описании, но на данный момент в своих работах я его не использую, только за счет того, что после высыхания он становится слишком сухим, и все цветочки, все лепесточки начинают облетать. Я думаю, что работа с вереском хороша только тогда, когда у вас частный дом, и вы свой веночек будете вешать на дверь именно с улицы. Тогда весь этот мусор не будет лететь вам в дом. Ну, а мы продолжаем и поехали! За основу я брала венок из веток. Ветки у меня самые любые, самые простые, все, что нашла на улице, с того и плела. Видео, как плести, ссылка будет в описании. Также я решила добавить цветы из бумаги. Это будут листики и сами цветочки, сами розочки. Я их задекорировала некоторые и посыпала блесточками, самыми обычными блестками, которые я наносила на ПВА-клей. Также пару шишек тоже посыпала блестками, ну и коробочка лотоса. Я думаю, что именно в осенних работах золотой цвет очень хорошо смотрится. Ну и наши желуди, которые мы с дочкой насобирали. Также под одним из видео меня спрашивали, сушу ли я рябину. В этом году я засушила рябину. Сушила я ее самым простым способом, я просто ее вот в таком положении привязала. И она у меня высохла. За счет этого все мои ягодки смотрят вверх. Поэтому в сегодняшней работе я тоже буду ее использовать. Ну и скажу так, что я сушила его очень долго. Наверное, в конце лета мы с дочкой сорвали пару веточек, и я сушила просто, повесив эти веточки на балконе, не в духовке, нигде в другом месте. Поэтому я думаю, для того, чтобы рябина очень-очень хорошо высохла, ей нужен как минимум месяц. Поэтому заготавливать нужно ее заранее, как только она появилась на дереве. Засушенная кожура каштанов, ну и много-много розочек разного цвета и разного размера. На веночке вы можете располагать свои цветы, свой декор так, как хотите. Я решила делать сначала снизу, потом сбоку. Короче, мой венок по итогу можно было вешать любой стороной. Нового ничего по сборке я вам не расскажу. Я просто приклеила все материалы на термоклей. Другим клеем я не пользуюсь, так как не совсем доверяю. Термоклей как-то для меня более надежный. Ну и самый удобный в использовании, не нужно долго держать для того, чтобы все детальки схватились. В своей композиции я использовала 15 цветов из бумаги, они у меня были разного размера, а все остальное это были природные материалы. Вы же в свой венок можете добавлять все, что хотите, любые сухоцветы и природные материалы. Также я добавляла рябину. Рябину я добавляла сразу веточками, для того, чтобы у нас были красивые гроздья. Ну а так как она высохла, все хорошо приклеивается, все хорошо держится. Поэтому, если вам интересно, как я собирала этот веночек, приятного просмотра!
После того, как я доделала всю свою композицию, я привязала самую обычную бечевку. Можно использовать лент или любой другой шнур. Смотрите уже по вашей задумке. Ну а пока я делала веночек, моя дочка тоже немножко сообразила и одновременно со мной делала свою работу. Но единственное, с детьми будьте очень аккуратны и не давайте им горячий клей, поэтому все детальки на горячий клей приклеивала я. Ну и вот у нас получился такой венок. Я надеюсь, вам понравилась моя идея. Также я постаралась внести в нее нотки осени. Это такие оранжево-желтые оттенки. А если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока-пока!